Обычно после обработки фотографий я трачу время на то, чтобы сохранить изображение в разных форматах. JPEG Full Size для архива, PSD разобранный на слои файл для учеников на Boosty и Patreon, сжатый до 2560 пикселей по длинной стороне JPEG для телеги и других соцсетей. Ну еще можно сделать файл до-после. В среднем на все эти действия тратится плюс-минус 1 минута времени, но я взломал Photoshop. Я просто кликаю на Action Multisave и в открытом окне указываю, какие именно форматы мне необходимы, и пуф, они появляются в папке с обработанными файлами. И этот экшен в себе содержит одно лишь действие. Он запускает скрипт, состоящий из 354 строк кода, который написал я, не зная языков программирования. Здорово, YouTube, Максим Густарев на связи, и сегодня мы поговорим о том, что такое скрипты, как их писать человеку без навыков кодинга, само собой создадим скрипт с нуля, разберем многие ошибки, с которыми вы можете столкнуться, и я поделюсь своими лучшими скриптами. Заваривай печеньки, наливай чаек и поехали. Но для начала немного теории. Представьте, что вам нужно создать копию слоя в открытом документе. Вы выделяете слой, жмякаете Command-J, и копия создается. Если нужна еще копия, можно еще раз нажать на Command-J. Но что, если копий нужно не 2, не 5, а, к примеру, 50? В таком случае 50 раз клацать на Command-J, согласитесь, палец отвалится. Намного лучше написать инструкцию, которую поймет Photoshop. Photoshop, сделай-ка мне 50 копий фонового слоя. Но что-то мне подсказывает, что Photoshop такую команду просто не поймет, потому что она написана на человеческом языке. Понятный язык для Photoshop будет выглядеть так. И если присмотреться, то к активному документу, к активному слою примени-ка функцию дублирования и через цикл повтори это 50 раз. Только из этого крохотного кода видно, что мы можем выполнять различные действия дублирования, копирования, инвертирования и других операций к активному документу, активному слою, либо к слою с названием кривые, либо к точке на кривой. Ко всему, что есть в Photoshop. Ну, почти ко всему. Главное знать, как обратиться к той или иной команде или переменной. Любая кнопка, ползунок, окно для ввода данных или простое смещение объекта по холсту может быть описано таким кодом, и живет он в JSX файле. JSX — это простые текстовые файлы, написанные на языке Extended Script, особой версии JavaScript, созданной компанией Adobe еще в 2000-х годах. Тогда им нужна была система, которая бы позволила автоматизировать действия в Photoshop, After Effects, либо других приложениях. Но при этом, чтобы язык был всем знакомым, поэтому выбрали JavaScript. Файлы скриптов получили расширение JSX, сокращенно от JavaScript Extend. И простыми словами, это как бы набор инструкций к доступам ко всем закоулкам Photoshop. Ты буквально можешь попросить Photoshop приготовить себе кофе. Главное подобрать слова. Важная информация, ребят, я не программист. Да, я закончил прикладную математику и информатику, знаю синтаксис многих языков, что такое циклы, функции, процедуры, но все эти знания уровня выведи на экран фразу Hello World. И чтобы вот так с нуля начать писать рабочие скрипты, надо потратить не 1 месяц на изучение документации, уроков и практики, разумеется. Вот, кстати, даже какие-то мануалы я нашел. Но, как вы уже догадались, большую часть работы мы будем отдавать на аутсорс нейронкам. Они прекрасно пишут простейший код, находят свои же баги, их исправляют, а самое главное, делают это все за считанные секунды. И именно поэтому создавать скрипты вы можете без навыков кодинга. Поехали, сделаем наш первый скрипт. Я буду использовать 2 нейронки, само собой ChatGPT, ну либо Cloudy в зависимости от задачи. К сожалению, и ChatGPT, и Cloudy в России заблокированы, но ограничения можно обойти, используя Telegram-бот Syntax, который в себе содержит все популярные нейронки. Вот вам промокод, с ним можете бесплатно замутить себе несколько скриптов. Начнем мы с простого вывода на экран фразы Hello World. У нас открыт Photoshop, а далее мы идем в Syntax-бот, выбираем GPTs, управление. Для первого запроса давайте выберем GPT-4o и пишем запрос «Напиши JSX скрипт для Photoshop», который выведет на экран фразу Hello World, отправляем в работу. Далее нажимаем «Посмотреть весь диалог». ChatGPT присылает нам код, скопируем его, открываем любой текстовый редактор, я использую Novo, создаем новый файл, пускай будет с именем test.jsx. Сюда мы вставляем наш код. Все, что находится за 2 слэшами, это комментарии. И иногда при достаточно большом коде они бывают крайне полезны для того, чтобы понимать вообще, что внутри происходит. На самом деле наш код состоит всего лишь из одной рабочей строки, поэтому мы можем удалить все, кроме непосредственно алерта. Сохраняем файл, а далее идем в Photoshop, файл, scripts, browse. И
через проводник указываем местоположение нашего файла, открываем, запускаем, и в результате уведомление появляется на экране Hello World. Как видите, все дико просто, но перед написанием более сложных скриптов я дам несколько советов, они точно сэкономят ваше время. Первое. А где, в принципе, скрипты находятся? Вы их можете засунуть непосредственно в меню Photoshop. Если вы откроете файл Scripts, то здесь как раз и будут отображаться скрипты. И да, всеми любимый image процессор — это GSX скрипт. Если вы хотите увидеть тут свои скрипты, закиньте их в соответствующую папку и перезагрузите Photoshop. Лично мне такой вариант не подходит, так как я использую разные версии Photoshop на нескольких маках, и лично я храню скрипты в облаке iCloud. У меня есть папка «Скрипты», куда я закидываю наш тестовый скрипт, а вызывать его я буду через простой экшен. Создаю экшен, ставлю его на запись, иду в файл, скрипт, browse и открываю GSX файл из облака. Он исполняется, и в экшене появляется одно действие. Останавливаем запись, готово. Теперь можно причесать название, и мой текстовый скрипт будет запускаться по одному клику. Это дико удобно. Особенно для тестирования новых скриптов. Если я что-то заменю в GSX файле, после его сохранения я смогу запустить новый код в один клик прямо из экшенов. И сразу спойлер, все мои скрипты запускаются именно через экшены. Но может быть когда-нибудь и я доберусь до написания собственного UXP плагина. Почему бы и нет? Кстати, открыв Photoshop на другом устройстве, используя те же самые экшены, вы будете подгружать скрипты из облака. И опять же, вот эта централизация нахождения всех скриптов в облаке позволяет вам экономить время на постоянном перекидывании скриптов из одного компа в другой комп. Самое главное, не храните скрипты на рабочем столе, потому что если их случайно удалите, понятное дело, и экшены работать с ними не будут. Итак, Hello World. Вроде все просто, но частенько самая незначительная ошибка может привести к багу. И в большинстве случаев баг будет не в самом коде, а в нашей голове. В качестве примера давайте попробуем написать абсолютно такой же запрос, но выберем нейросеть не GPT-4o, а, к примеру, Cloudy 3.7 Sonnet. Закрываем окно, копируем промпт, вставляем, отправляем. Он быстренько думает, открываем блок с кодом, копируем, открываем новую и вставляем наш код сюда. Как видите, строк здесь уже стало больше. Ну да ладно, сохраним и запустим скрипт. Появляется трудность. И эта трудность формулирования явной и понятной для нейросети задачи. Это ровно из той оперы, когда нет ТЗ, результат ХЗ. И проблема в нашем случае, что мы не уточнили, а как именно мы хотим увидеть надпись Hello World. Давайте исправим это. Мы продублируем тот же самый запрос, но в конце просто добавим, выведя на экран фразу Hello World в alert. И, как видите, уже здесь он выдает правильный код. А что, если мы действительно хотим вывести фразу Hello World на новый документ в новом текстовом слое? То есть ровно так, как нам изначально предложил Cloudy. Давайте опять вставим код, запустим, но тут возникает ошибка. И без навыков кодинга починить это достаточно трудно. Но нам как бы никто не мешает этот код взять, скопировать и отправить эту ошибку нейронке. Просто отправляем ее в чат и получаем обновленный код, который запускается уже без каких-либо проблем. Скажу сразу, иногда с чатом GPT и Cloudy нужно много и упорно спорить. Иногда решение одной ошибки вызывает появление другой ошибки. Иногда этот круг с ошибками может замкнуться, и приходится прибегать к базовой логике, чтобы эти ошибки обойти. Но опять же, все свои скрипты я написал исключительно через чат GPT, и иногда в более сложных ситуациях меня выручал Cloudy. Перед тем, как объяснять хитрости промпт-инженеринга, я покажу вам свои главные скрипты, которые я создал исключительно под свои рутинные задачи, на которые я теперь совсем не трачу время, и что самое главное, все это написано исключительно нейронкой. Добро пожаловать в мой пак скриптов. И начнем мы с самого удобного, на мой взгляд, скрипта, который автоматизирует процесс сохранения файла. При запуске скрипта у нас появляется окно, в котором указывается папка, куда я сохраняю файл, какие именно форматы мне нужны, и также есть возможность сделать файл до-после. И здесь важен контекст того, насколько этот скрипт заточен именно под меня. Класснем отмена и откроем типичную мою фотосессию. В 2024 году я фотографировал Алевсию, у меня очень много равок с этой съемки. Их можно полистать, посмотреть. И за эту съемку мы с Алевсией успели сделать несколько
серий. Я выбрал несколько RAW-файлов, в модуле камера RAW произвел обработку, и эти файлики я сохранил в подпапку, которая находится ниже на один уровень от оригинального файла. Давайте сделаем быструю обработку этого кадра. Цвет я уже накрутил, я продублирую слой, сделаю пластику. Выбираю квадратную область, открываю модуль Liquify и немножечко двигаю все детальки. Увеличу объем прически. Далее применю плагин Retouch for Me для ретуши и небольшого объема. Dodge and Burn здесь, кстати, сработал неплохо. А вот родинки я верну. Сделать это можно через простое маскирование. Замаскировали родинки и просто инвертируем маску. Создам нейтрально-серый слой и прорисую блики в глазах. Сделаю еще один и такие точечки яркие. Создам корректирующий слой кривую, немножечко подниму экспозицию с сохранением контраста. И в завершение накину небольшой Action Scalation, красный, теплый, засветкой, которая появляется вокруг светлых областей. Она пришла к нам из пленочной фотографии. Можно назвать хроматической операцией. Выглядит прикольно. Готово. Как видите, в моей обработке достаточно большое количество слоев, и мне хотелось бы этот файл подготовить в разных форматах. Мне нужен PSD файл, мне нужен сжатый PSD файл, мне нужен сжатый JPEG, full-size JPEG и так далее. Я могу пойти в Shift, Command-S, открыть классический Command-S, попытаться через разные форматы с ресайзом сохранить, опять же, в нужную папку определенные файлы, но это неудобно, это время занимает. Намного легче нажать на клавишу Multisave, откроется окно, что будем сохранять. Первое — папка сохранения. Сюда по умолчанию подтягивается адрес нашего изначального файла. Дальше я указываю, какие форматы мне нужны. По умолчанию здесь сразу автоматически стоят PSD сжатый до нужного разрешения. Для меня по умолчанию это 2560 точек, но вы можете выбрать другое разрешение. И также 2 JPEG. Обязательно это full size и JPEG сжатый также до нужного для меня разрешения. Считаю это разрешение оптимальным для социальных сетей. Если хотите, вы можете сохранить PSD оригинальный файл. Нажимаем на ОК. Пум. Готово. Открываем Bridge, и в нашей папке появляются файлы. Это полноразмерный JPEG 6000 точек по длинной стороне. Этот файлик PSD файл, сжатый до 2560 точек. Вернемся к нашему оригинальному PSD файлу с огромным количеством слоев, и особой прелестью в скрипте Multisave я считаю последний пункт создать до-после. Указываем эту галочку, все остальные вырубаем и просто нажимаем на ОК. В папке появляется файлик Before, After, PSD. Открываем его, мы можем просто посмотреть то, что у нас произошло. Потом вы можете это все экспортировать в слои. Блин, мне пришла в голову гениальная идея. Можно же написать скрипт, который будет делать GIF-анимацию послойную. Тоже прикольно, надо сделать. Так вот, как это работает? Открыв Action Multisave и выставив галочку Before After, Photoshop будет обращаться не к background слою, потому что background слой, по сути дела, уже проявленный RAW-файл, а он будет обращаться к самому RAW-файлу, который находится на одну ступень выше в нашем проводнике. Он его будет открывать, обнулять все настройки, копировать информацию, но потом настройки он на самом деле все вернет. И просто будет вставлять необработанные данные на слой ниже. Именно по такому же принципу работает мой третий Action Patreon Background Layer. Практически с каждой своей съемкой я подготавливаю несколько PSD, разобранных на слои файлов, для того, чтобы загрузить их на Boosty и Patreon для своих учеников. И всегда эти файлы в названии имеют тег Patreon. Если я открою этот PSD файл, то я увижу, что опять же background слой у нас не является изначальным оригинальным файлом. Это уже проявленный цветокорректированный документ. А мне хотелось бы показать ребятам то, как файл выглядел изначально. Мне нужно всего лишь нажать на одну клавишу Patreon Background Layer. Тогда он пойдет на уровень выше, заберет изначальный RAW файл, откроет его, обнулит настройки, скопирует изображение, впишет его в рамки моего кадра и все слои переместит. Теперь, как видите, у нас background слой — это название самого файла, и мы видим JPEG абсолютно не обработанный. Далее у нас идет слой с проявкой и лутом, ну и дальше уже вся последующая обработка. Теперь я просто нажимаю на Command-S, и мой PSD, разобранный на слои, патреоновский файл сохранен. Следующий скрипт является более информационным. Он вытаскивает полезную информацию о файле из EXIF. Здесь мы видим разрешение файла, его объем в мегапикселях, примерный вес. Ну и по фану я добавил ориентацию. Вы можете попросить ChatGPT сделать что угодно. Вот, к примеру, запрос, по которому я и получил частично информацию об этом файле. Но самое интересное здесь, конечно же, дальше находится в самом EXIF. Здесь показано, на какую камеру произведена съемка, на какой объектив, где была выполнена проявка, автор, информация об авторе, время съемки, а точнее время создания самого файла, основные
остальные значения экспозиционного треугольника ISO выдержка диафрагма, светосила объектива, потому что снимать вы можете, к примеру, на диафрагму закрытую f8, но светосила объектива будет f1.4. Также фокусное расстояние и эквивалент фокусного расстояния на фуллфрейме. И в завершение режим съемки и баланс белого. Я, кстати, у Инки подрезал ORF-файлик с Olympus, проверить, как это все работает. И да, действительно, все замечательно. Фокусное расстояние 15 мм на самом объективе, но это выдает нам 30-мм эквивалент на фуллфрейме. Считаю, что такая информационная подсказка намного удобнее, чем файл info и рыскать информацию по вкладочкам. Некрасиво. А вот так красиво. Четвертый скрипт — это эффект призмы. Он накидывает хроматические аберрации. Сейчас, может быть, вам не видно. Давайте я приближу изображение. И в лице хроматических аберраций практически нет. Их не видно. Но они начинают увеличиваться в зависимости от отдаленности лица. Я сюда также накидываю небольшой Gaussian blur, чтобы этот эффект смягчить. В чем прикол этого скрипта? Он автоматически определяет, где у нас находится лицо, и выбирает точку масштабирования вот этого синего слоя относительно лица, чтобы на лице хроматических аберраций, опять же, не было, но они были более максимальными на удалении. Ну и с Гаушеном это смотрится все просто суперски. Следующий блок, он достаточно быстрый, посвящен исключительно Инстаграму. Первый скрипт создает 10-слайдовый документ, в который мы уже можем накинуть фотографии. Также он создаст сразу направляющие, по которым мы и нашу галерею разместим. Второй скрипт для меня более рабочий, потому что он позволяет выбрать, а какое количество слайдов вам нужно, 10 либо 20. Третий скрипт, Insta2-6 Stripes, позволяет вам разместить специальные шаблоны, плашки, которые позволяют вам делать вот такого рода коллажи. Я люблю коллажи из 5 горизонтальных супершироких слайдов. У меня в Инстаграме таких вариантов очень много, можете увидеть на многих работах, но чтобы точно выверить все значения, вам нужно либо где-то хранить эти шаблоны, постоянно их открывать, но намного легче, опять же, воспользоваться скриптом. Допустим, у меня есть пространство, где я как раз и хочу собрать коллаж из 5 горизонтальных фотографий. Я выделяю эту прямоугольную область и просто клацаю на Insta2-6 Stripe. У меня появляется дополнительное окно, где я выбираю количество кусочков от 2 до 6. Давайте выберем 5 и нажимаю на ОК. В результате у меня создается 5 полос. Они в удобном формате сортируются друг относительно друга. И теперь я могу взять кадры, вставить их поверх этих полос, применить обтравочную маску к верхней полосе, трансформировать изображение, и мне уже не нужно будет играться с какими-то новыми кадрированиями, потому что все расстояния уже выверены. Ну и вам остается просто разместить картиночки красиво. Ну и в подобном формате вы можете, опять же, выделить область, еще раз запустить этот скрипт, выбрать меньшее количество кусочков, допустим, 3, и получите коллаж из 3 горизонтальных линий. Опять же, это экономит ваше время. Ну и четвертый скрипт — Instacut. Нажав на него, вы просто на рабочий стол в папку «Экспорт» сохраняете нарезанные на кусочки ваши файлы. Самое интересное то, что этот скрипт Instacut, он работает не только с каруселью Instagram. Вы можете взять абсолютно любой документ, выбрать рандомное соотношение сторон, пускай будет типа того, нажать на Instacut, и на рабочий стол в папку «Экспорт» вы сохраните нарезанные, опять же, на кусочки файлы. Если документ целочисленно не нарезается, то просто будет белая пустота. Кстати, можно написать скрипт, который заполнит ее генеративной заливкой, либо с учетом содержимого. Тоже почему бы и нет. Ну и заключительный блок — это текстуры. Сейчас я экспериментирую с рандомными наложениями изображения друг на друга, текстурками, и если вы запустите этот скрипт, вам будет предложено, опять же, какие эффекты вы хотите накинуть. Вы можете накинуть зерно пленочное, текстуру бумаги, пленочную рамку и различные засветки, Light Leaks, и при нажатии на ОК у нас создается несколько слоев, накидываются эти эффекты, и если вы будете нажимать рандомизацию всего, каждый раз вы будете видеть рандомную текстурку. Текстурок очень много, все это, конечно, нужно еще 10 раз перетестировать, изменить, оптимизировать, но потенциал во всем этом имеется. А вот так подумать, а что круче, скрипты или экшены? Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, нужно понять, а всесилен ли JSX? Сразу спойлер, к сожалению, нет, проверил на своем опыте. Вот вам элементарный пример. Мне нужно масштабировать слой через простое трансформирование, но относительно не центра кадра, а относительно потенциально найденного в кадре лица.
Иными словами, мне нужно просто как-то достать информацию о координатах центра масс лица модели. К сожалению, JSX в сыром виде, без сторонних плагинов, таким функционалом не обладает. Но в Photoshop есть модуль пластика, который как-то лица определять умеет. И если JSX не может запустить пластику, то мы ее можем запустить через Action, который в свою очередь запускается через JSX. Такая вот многоходовочка. Вроде элементарно. Мы можем решить задачу автоматизации поиска лица и получения его координат без сторонних плагинов за счет синергии JSX скриптов и экшенов. Как раз с такой синергией и реализован мой скрипт Prism, который накидывает хроматические аберрации, но так, чтобы они были минимизированы в центре лица модели. Тут копия физического слоя, наложенная в синем канале, масштабируется на 0,5% относительно лица, что и приводит к повышению хроматических аберраций, но вокруг модели. Первая часть экшена производит подготовку к выполнению скрипта. Мы делаем дубликат слоя, искажаем его модулем пластика, прям на плюс 100% можем изменить размер глаз, линию лба и нижней челюсти, а потом искаженный слой, накладывая в режиме наложения Difference, позволит увидеть нам положение лица в кадре. Я его размываю гауссом и повышаю порог яркости и получаю белое пятно. Ну а далее за работу берется скрипт. Он уже спокойно может вычислить центр масс этого белого пятна, относительно которого и будет масштабироваться слой с хроматическими аберрациями. Как итог, у нас есть экшен, который адаптируется под портрет человека и выполняет тот функционал, который, по мнению чата GPT, невыполним. Я прям уверен, ребят, многие скажут, что это костыль, и надо писать UXP плагин, делать все по красоте, но я не умею кодить. И вот этот скрипт я написал за 15 минут. Поэтому включайте фантазию, я уверен, вы сможете решить невероятные задачи. Как минимум, ускорите свою обработку и избавитесь от рутины. Но все же, кодинг без навыков кодинга, ребят, это боль. Но когда получается решить проблемную задачу, на душе становится прям хорошо. И вот вам еще один пример вроде бы тривиальной задачи. И шарящий кодер уверен с ней справится за пару минут. Надо вывести в alert метаданные из EXIF файла. Мы можем написать в чат GPT простейший запрос. Напиши JSX скрипт для Photoshop, который выведет в alert информацию из EXIF у активного документа. Мы получаем простейший компактный код, который действительно выводит EXIF в alert. Тут у нас абсолютно все значения. И выдержка, и значение диафрагмы, данные об авторе, и еще куча всего непонятного. Но выглядит это все абсолютно нечитаемо. Давайте выведем на экран информацию только о камере, модели, объективе, авторе, времени съемки, ISO, выдержке, диафрагме, фокусном расстоянии, балансе белого. Отправляем эту поправку в чат и получаем обновленный код. Копируем, вставляем, сохраняем, запускаем и... облом. У нас нет данных. Вроде бы, что может быть проще парсинга пары строк из EXIF, но нейронка с этим не справилась. Я решил эту проблему. Потратил много часов на различные форумы, но все ответы были завязаны на UXP плагинах, а и там совершенно другая структура. И там нужно прям кодить. Нейронка за вас это не сделает. Я был бы очень рад, если бы вы попытались эту тривиальную задачу решить своими силами. Попробуйте вывести в alert инфу из EXIF в таком формате. Для начала у вас должна быть базовая информация о самом файле, ну а дальше вы вытаскиваете информацию из EXIF, чтобы у вас было все красивенько. Камера, модель, определенное ее название, объектив, на который была произведена съемка. Кстати, вот в данном кадре я использовал мануальный объектив, поэтому он не определился. Ну а в качестве бонуса давайте сделаем так. Первая тройка, кто представит рабочий вариант скрипта без кодинга, можно пользоваться только нейронкой, чтобы она выдала уже окончательный вариант кода, получит набор моих лутов бесплатно. А ими я крашу не только фотографии, но и свои видео, которые выкладываю на YouTube. А свои варианты скриптов присылайте в Telegram в комментарии к посту. Ну а когда этот ролик наберет 1000 лайков, я запилю в Telegram отдельный пост с подробным объяснением того, как решил эту задачу я. Ну и также прикреплю свой скрипт. Под конец я хотел бы обратиться к кодерам. Для вас у меня тоже есть задача, которая поставила меня в тупик. Вроде она простая, как сапог. Я даже понимаю, в чем может быть проблема, но, к сожалению, решения я не нашел. У нас супер простейший код. Мы создаем новый документ размера 16 тысяч точек на 2000 точек. А далее через простой цикл мы вставляем вертикальные направляющие на координаты 1600, 3200 и так далее через каждые 1600 пикселей
пикселей. Вот у нас документы создается. И что мы здесь видим? Если я выберу инструмент прямоугольное выделение и начну вот с запасом закладывать обтравку, то магнититься будет как раз к расставленным направляющим на координаты 1600 пикселей. Здесь все работает. Беру следующий квадрат, выделяю. Также у нас все работает. 1600 на 2000. Выделяю следующий квадрат. 1600 на 2000. Выделяю четвертый квадрат. Бах, 1601. Откуда взялась вот эта единичка? И как видите, она именно магнитится к этому значению. Если я увеличу границу здесь, то мы увидим то, что здесь прямоугольное выделение примагнитилось идеально к вертикальной направляющей. Но вот здесь вот прямоугольное выделение на 1 пиксель сместилось влево. Мы очень хорошо прозумировались. Мы видим то, что наша направляющая находится строго на координатах 4800 пикселей. И если я возьму инструмент Move Tool и с зажатым шифтом перемещу эту направляющую и потом ее поставлю на 4800, отдалю картинку и опять через прямоугольное выделение выделю эту область, то здесь уже эта проблема исчезнет. То есть получается, изначально скрипт нам выставил эти направляющие, но у меня такое подозрение, что она выставляется не на значение 4800 пикселей, а на 4800 со знаком минус. То есть вот минус именно в конце. То есть где-то это 4799.99 в периоде. То есть это какое-то приближенное бесконечное значение, которое очень близко к 4800, но им не является. Поэтому у нас магнитится на 1 пиксель влево. Возможно, я не знаю, может быть это так. Это чисто мои догадки. Опять же, если у вас есть какие-то идеи, ребят, поделитесь, мне было бы это очень полезно. Потому что сейчас мой скрипт Insta1020PSD, вот именно с выбором слайдиков, у меня в папке со скриптами есть 2 PSD файла, он просто оттуда их подцепляет, копирует, дублирует и делает новый документ с правильными уже направляющими. И прямоугольное выделение как раз примагничивается в правильных значениях. Конечно, это костыль вселенских масштабов, но все же я в полном восторге от написания JSX скриптов. Всегда мечтал ими пользоваться, но как бы навыками не обладал. Сейчас за меня это делает ChatGPT. Уверен, дальше по мере поступления новых задач я буду придумывать новые скрипты. И вот именно рутину буду минимизировать. Это классно. А самое главное, вы тоже можете этим заниматься. Скачать скрипт Multisave вы можете у меня в Telegram-канале. Это бесплатно. Также я буду рад, если вы поддержите мой канал на Boosty и Patreon. Туда я запилил остальные скрипты. Также там находится много полезной информации типа PSD-файлов, разобранных на слои с моей обработкой, бэкстейджи с моих съемок и многое другое. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Ну и до новых встреч, пока.